капли, ну как бы человек, который вращает капли, он отбрасывает чувство вины, отбрасывает страх перед будущим, отбрасывает полностью ответственность, что с ней произойдет. Может говорить про океан, но и действие капли, в которой нет чувства вины или ответственности, невероятно разрушительны. Говорю об этом я, потому что так, как мне кажется, получилось, что я, может быть, являюсь свидетелем, когда там общий ребенок, как бы там мать, отец, кто-то в семье начинает, как бы, говоря правильные слова, то есть здесь абсолютно разрушая все вокруг, кроша социум, вообще все. И опасность для ребенка возникает. То есть я потому что, может быть, это частный случай, но вот иногда замечательные и заманчивые прекрасные слова да, могут... I've often witnessed such a situation when a person would be saying these beautiful words about the ocean, and that he feels no about the ocean, that he feels no sense of guilt, that he feels no sense of responsibility, that he has no fear of what's going to happen in the future, so that everything just looks like great. But his actions, the things he does, are incredibly destructive for everyone around him. Well, I'm speaking of my own experience, like you see this sometimes in interaction between like a man and woman, and they have a common child, and then this interaction between these two people becomes very destructive for the child. So. Yes. Yeah, that can happen. Да, такое происходит. I mean, it can happen whether there is a false sense of authorship involved or not. И такое может происходить и когда в ситуацию вовлечено ложное чувство авторства, и когда оно не вовлечено. And this death of the false sense of authorship does not make the behavior become perfect. И смерть ложного чувства авторства, это не значит, что поведение человека сразу становится идеальным. I'm sorry. Простите. It is certainly a desirable fantasy. Это, конечно, очень такая желаемая фантазия. That when I become enlightened, I will be perfect. Что вот когда я стану просветленным, я стану совершенным. All my actions will be life-enhancing. Все мои действия будут очень жизнеутверждающими. Everyone I have a relationship will feel love all the time. Все люди, с которыми имеют какие-то отношения, будут чувствовать себя постоянно любимыми. No one will ever be hurt. Никто никогда не ощутит боль. But I'm afraid this is a fantasy. Но я боюсь, что это фантазия. Now, there are people who are born with certain qualities and characteristics. Есть люди, которые рождены с определенными качествами и характеристиками. That are of the highest level for our society. И эти качества, их в нашем обществе считают, что они как бы на самом высшем уровне. In other words, their behavior Иными словами, is of the highest level according to our standards. их поведение находится на самом высоком уровне согласно нашим стандартам. And we call these people saints. Этих людей мы называем святыми. And they are saints because their behavior matches the standard of the group. И они святые, потому что их поведение совпадает со стандартами определенной группы людей. Now, a saint in one group is not a saint in another group. И человек, которого в одной группе считают святым, могут не считать святым в какой-то другой группе. But the sainthood is about behavior. Ну вот это состояние святого, оно всегда связано с поведением человека. When we talk about this enlightenment or death of the false sense of authorship, А когда мы говорим о просветлении или о смерти ложного чувства авторства, we are talking about the end of suffering within that organism.
Мы говорим об окончании страдания в этом конкретном организме. But the behavior remains in accordance with the programming of the organism. Но поведение этого организма остается таким, каким оно было запрограммировано, то есть согласно его программе. Because the source of the behavior is always in the programming of the organism. Потому что источник поведения всегда лежит в программе этого организма. So saints often suffer. Святые часто страдают. If you read the writings of various saints over Если вы time, over history, читаете жизнеописания святых в разные моменты истории, you'll see that they write about their own personal suffering. вы там прочтете, они сами пишут о своих личных страданиях. Because they had some bad thoughts or something. Что у них, например, возникли какие-то нечестивые мысли. That they felt separate from God. Они потому что вдруг почувствовали себя отдельными от Бога. And they feel guilty and they suffer. И они ощущали с этим чувством вины, и они страдали. Even though everyone else looks at their behavior and says, you are a saint. Несмотря на то, что все окружающие смотрели на их поведение и говорили, что вы святой. So it is important to look at the difference between a sage. Поэтому важно понимать разницу между мудрецом. And the sage is someone for whom there is no longer any false sense of authorship. Мудрец это человек, для которого больше не существует ложного чувства авторства. And a saint for whom the behavior is exemplary. И понимать его отличие от святого, который отличается своим таким самым примерным поведением.